Всем привет! С вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Как известно, к празднику Пасхи принято выпекать куличи. Вариантов приготовления дрожжевых куличей очень много. И у меня на канале уже есть рецепт приготовления классических куличей. Ссылку я оставлю в описании. Но, пожалуй, самый известный – это рецепт пасхального кулича на александрийском тесте. Его готовили еще наши прабабушки. Куличи получаются очень пористые, мягкие и со сладким насыщенным вкусом, присущим пасхальной выпечке. Итак, приступим. Готовят это тесто в два этапа, поэтому и продукты я разделила на две части. С вечера приготовим опару, а утром замесим тесто и будем печь куличи. Может показаться, что приготовление александрийского теста занимает очень много времени, но на самом деле это не так. Для начала приготовим опару. В теплое топленое молоко раскрошим свежие прессованные дрожжи и хорошо перемешаем их до полного растворения. Сразу берем большую емкость, в которой сегодня заведем опару, а завтра в ней же замесим тесто. Выбиваем в миску 6 яиц и еще дополнительно 2 желтка, а белки можете использовать для глазури. Яйца слегка взбиваем венчиком до момента, пока белки и желтки смешаются. Туда же выливаем разведенные в теплом молоке дрожжи, высыпаем весь сахар и добавляем мягкое сливочное масло, но не растопленное. Замечу, что все продукты для приготовления теста должны быть теплые. Достаньте их заранее из холодильника. Процесс брожения опары длится 8-12 часов, поэтому удобнее всего поставить опару на ночь, что я и сделала. Все ингредиенты хорошо смешиваем венчиком и оставляем на ночь при комнатной температуре. На приготовление опары у вас уйдет не более 10 минут. Накрываем чашу крышкой или затягиваем пищевой пленкой, и к утру дрожжи сделают всю работу. На следующий день, спустя 12 часов, продолжаем приготовление теста. Для начала зальем изюм кипятком и оставим на некоторое время, чтобы он распарился, хотя это можно сделать с вечера. А теперь давайте посмотрим на нашу опару. Она очень хорошо перебродила. Перемешиваем ее и видим, что брожение продолжается. Высыпаем в чашу соль, цедру апельсина, цедру лимона. Вливаем крепкий ароматный алкогольный напиток. Это может быть коньяк, ром или ликер. Добавляем ванилин или ванильный сахар. Все хорошо перемешиваем, и сразу начинается активная реакция. Затем всыпаем в чашу хорошо просеянную, желательно дважды, пшеничную муку. Добавляйте муку малыми порциями, каждый раз хорошо перемешивая. Всыпав примерно половину муки, добавляем распаренный изюм, с которого я слила воду, обсушила и присыпала мукой. И цукаты. Вместо цукатов можете использовать любые сухофрукты. Все хорошо перемешиваем и продолжаем добавлять малыми порциями муку, замешивая тесто. Поскольку мука у всех разная, у вас может уйти чуть больше или чуть меньше. Мне потребовалось 1 килограмм 200 граммов. Когда вымешивать тесто ложкой станет тяжело, продолжайте замешивать руками еще 10-15 минут. По консистенции тесто получается мягкое, даже вязкое и сильно липнет к рукам. Накрываем чашу крышкой или пищевой пленкой и убираем в теплое место, пока оно не увеличится в 2-3 раза. Как обычно, я использую для этого духовку с включенной лампочкой. При закрытой дверце там создается оптимальная температура для подъема теста. В моем случае этот процесс занял 1,5 часа. Вот так прекрасно подошло тесто, и оно уже пытается у меня убежать. Для удобства смазываем руки подсолнечным маслом и тщательно обминаем тесто, выпуская из него излишки углекислого газа. Продолжая смазывать руки маслом, раскладываем тесто по формам не более чем на 1/3 по высоте. Я раскладываю в бумажные формочки, которые ничем не смазываю. Этого количества теста хватает на 4 больших и 4 средних кулича. Большие формы у меня диаметром 12 и высотой 9 см, а средние и высотой и диаметром по 9 см.
Перекладываем формы на решетку и отправляем на расстойку в теплое место. Для этой цели я также воспользуюсь духовкой с включенной лампочкой. Спустя час тесто хорошо подошло. И не вынимая куличи из духовки, устанавливаем температуру на 180-190 градусов в режиме вверх плюс низ и выпекаем до готовности. Если будете использовать режим конвекция, выпекайте при температуре 170 градусов. Средние куличи у меня были готовы через 40 минут, а большие через 50. Готовность куличей проверяйте с помощью деревянной шпажки. Достаем из духовки готовые куличи и даем им слегка остыть. А тем временем приготовим глазурь. Для украшения куличей можно приготовить сахарную глазурь на белках, тем более, что 2 белка у нас остались. Но я приготовлю глазурь на желатине, рецепт которой вы найдете у меня на канале. Ссылку оставлю в описании. Только вместо воды буду использовать натуральный апельсиновый сок и каплю пищевого красителя. Наносим готовую глазурь на полностью остывшие куличи и сразу же украшаем. Оставляем куличи на сутки до полного высыхания глазури. К сожалению, доснять видео на следующий день у меня не было возможности, и куличи простояли в таком виде 3 дня. А теперь давайте разрежем их и посмотрим. Даже несмотря на то, что куличи приготовлены 3 дня назад, они отлично режутся, мягкие, сдобные, очень пористые и ароматные. Глазурь отлично держится, при нарезании не осыпается и не крошится. Куличи, приготовленные на александрийском тесте, получатся у каждого, кто будет следовать рецепту. Надеюсь, эти сладкие, нежные, совершенно потрясающие куличи придутся вам по вкусу. И не забудьте, что хорошее настроение и добрые мысли – это половина успеха. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если вы впервые на канале Коллекция рецептов, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты различной пасхальной выпечки. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч и вкусных рецептов!